Я приветствую всех любителей вкусно покушать. Сегодня мы с вами приготовим блюдо очень вкусное. По названию вы уже смогли догадаться, что готовить мы сегодня будем учпечмак. Давно хотел я приготовить эту вкуснятину, но все время откладывал. Вот знаете, вот чтобы готовить такие рецепты, нужно прям вот собраться. Но не так давно я собрался и приготовил чебуреки, которые очень хорошо зашли и набрали очень хорошее количество просмотров по сравнению с другими роликами. Поэтому я подумал, что такие рецепты вам заходят, и буду периодически вас ими баловать. Ну и, конечно же, себя и свою семью. Первым делом мы будем замешивать тесто, но для начала нам нужно определиться с начинкой. У нас сегодня баранина и говядина. Баранина у меня шейная часть на кости, а здесь у нас тазобедренная часть говядины. И 50 на 50 я буду делать, поэтому мы первым делом срезаем с косточки мякоть баранины и определяем вес, чтобы в конечном итоге нам определить вес начинки, а потом уже определить количество теста, которое нам необходимо. Но все это будет за кадром происходить. В описании будут финальные граммовки, которые я сегодня буду использовать. Сколько баранины, сколько говядины, муки, ну и так далее. Берем, значит, мы баранину и просто произвольно срезаем с кости мякоть. Мякоть срезаем произвольно, потому что мы в конечном итоге будем мелко ее нарезать. Шейную часть я взял, потому что она такая прям, как мне кажется, жирненькая. Даст достаточное количество сока. Говядину просто отрезаем ровное количество, сколько и баранины. Баранина у меня получилось 400 грамм. Мясо я отрезал, нужное нам количество, отложил его пока в сторону. И сейчас займемся приготовлением теста. В емкость для замешивания я выливаю топленое масло, которое я при помощи водяной бани растопил в жидкое состояние. Теперь берем пшеничную муку и начинаем просеивать в масло. Муку я просеял, ну и теперь вот так вот ее с маслом начинаем перемешивать. У нас должны получиться вот такие вот рыхлые как бы комочки. Теперь в отдельную емкость разбиваем куриные яйца, добавляем щепотку соды и добавляем простоквашу. При помощи венчика пробиваем все в однородную массу, чтобы у нас все хорошо вот так вот перемешалось. Добавляем к муке. Ну и теперь берем, вымешиваем тесто. Таким вот образом вымешиваем тесто. Вот такое вот у нас должно получиться упругое тесто. Такое вот оно. К рукам не липнет. Просто идеально. Теперь нам нужно тесто разделить напополам. И из каждой половинки катаем колбаски. Заворачиваем и вот так вот напополам для удобства еще раз разделяем. Колбаски мы теперь убираем в пакет. Вот так вот в один пакет можно по 2 колбасочки положить. Теперь тесто убираем в холодильник минимум на 2 часа. Прям вот в холод, пару часов пусть полежит и дойдет. Теперь мы берем мясо. Ну и как я говорил, его нарезаем. Нарезать его нужно прям мелко-мелко. Так, сначала на брусочки, ну а теперь на мелкие вот так вот кусочки нарезаем. Нарезаем как баранину,
так и говядину. Вот так вот на пласты, потом на брусочки и на мелкие кусочки. Итак, для вас прошло несколько секунд, а для меня прошло примерно 15-20 минут, как я резал вот это вот замечательное мясо. Теперь мы берем курдюк, это бараний жир, если вдруг кто не знает. Его нам также нужно мелко нарезать. Ну и в завершении мы берем картофель, который также нарезаем кубиком мелким. Отправляем картоху к мясу. Добавляем по вкусу соль. Здесь по своему усмотрению действуйте. А также по вкусу добавляем черный молотый перец. Теперь, конечно же, нужно все очень хорошо перемешать. Итак, наше тесто подошло, начинка у нас тоже готова, поэтому пришло время приступать к формированию форм наших очень вкусных ичпачмаков. Обязательно приготовьте полотенчика на всех этапах теста, его нужно накрывать, чтобы оно не обветривалось. Что-то сделали, сразу накрыли, сделали, накрыли. Вот такое вот у нас получилось тесто, достаточно мягкое, такое прям вот очень приятное на ощупь. Я знаю общий вес теста и знаю общий вес начинки. Исходя из этого мы можем разделить на нужное количество нам порций. Я решил готовить 20 штук, поэтому у меня получается 75 грамм теста и 65 грамм начинки на одну порцию. Вот таким вот образом отделяем тесто. Вот примерно такого размера оно у нас и должно быть. Я первый кусочек на весах замерил, соответственно, последующие примерно на глаз формирую. Из одного кусочка примерно вот таким образом формируем шарик. И теперь вот так вот делаем лепешечку. Размером примерно с чайное блюдце катаем кружочек. Вот такая вот примерно ложка начинки у нас получается. Здесь 65 грамм. Выкладываем на середину. И теперь вот таким вот образом складываем тесто. Вот здесь края сразу защипляем. Вот здесь защипляем. И вот здесь защипляем. В серединке оставляем вот такое вот отверстие. Сформированный ичпачмак перекладываем на противень. Я застелил пергаментной бумагой. В процессе формирования сразу вот сформировали, переложили на противень. Сформировали, переложили на противень. И не забываем накрывать полотенчиком. Накрываем полотенчиком, чтобы у нас не обветривалось. Итак, я уже сформировал все наши ичпачмаки. Теперь берем одно куриное яйцо и хорошо его взбиваем венчиком. Буду готовить в 2 захода по 10 штук. Одна духовка, один противень, на нем 10 штучек. Теперь вот таким вот образом смазываем яйцом тесто со всех сторон. Отправляем в разогретую духовку 220 градусов на 20 минут. Не выключайтесь, потому что это еще не все. В процессе будет самое интересное. Итак, у нас прошло 20 минут. Вот смотрите, здесь у нас прям на поверхности был бульон. Нужно буквально чуть-чуть подождать, чтобы он осел и ушел вниз. Вот смотрим по другим. Видите, здесь уже ушел, здесь практически тоже. Здесь ушел. Ну и сейчас здесь уйдет. В общем, чтобы наш бульон туда вниз прям так ушел.
Теперь мы берем мясной бульон, заранее его сварите. У меня здесь бульон на кости, курица, говядина и баранина. На косточках я заранее сварил бульончик. И теперь нам нужно его по чуть-чуть добавить в наши ичпачмаки. Вот так вот прям берем и добавляем туда бульончика еще. Теперь мы берем кусочек фольги по размеру нашего противня примерно и сверху накрываем, чтобы сохранить красивый вот этот румяный, который вы только что видели вид. Убираем в духовку еще примерно на 20 минут. Здесь смотрите по размеру своих ичпачмаков. Они должны быть полностью готовые, но тоже передерживать их смысла не имеет. В общей сложности они должны готовиться примерно 40-50 минут, в зависимости от размера. Если они у вас поменьше, то соответственно и времени меньше. Если они у вас крупные, то подольше их подержите. Итак, у нас все готово. Посмотрите, какая красота. Нам потребуется вот сейчас чугунная вот такая вот кастрюля. Я ее заранее слегка нагрел, чтобы она была не холодная. Ну, прям пустую поставил, включил газ, и она слегка нагрелась. Теперь мы берем и перекладываем в кастрюльку, только их не переворачивайте, а то сок вытечет. Вот так вот берем и перекладываем. Вот так вот в несколько слоев выкладываем. Самое главное, не переверните. Закрываем крышкой. И вот в таком вот виде их храним, пока не съедим. Чтобы они там вот прям вот в тепле лежали. Если у вас кастрюля не чугунная, а обычная, то ее прям теплым полотенцем можете укутать. И пускай оно там у нас находится. Ну а мы в это время делаем вторую партию. Давайте, конечно же, попробуем эту вкусняху. Горячо. Прям сразу аромат и в нос, и в рот бьет. Прям баранинкой. Вот смотрите. Жертвую соком, чтобы показать вам вот эту вот историю, которая там внутри. Прям давайте ее обратно вернем. Как же без нее-то? Как это вкусно. Горяченькие. Должны, чуть-чуть остыть. И прям с чайком будет просто шикардос. Кому нравятся такие рецепты, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях, насколько сильно вы любите и что именно вы любите из вот такого плана рецептов. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. До скорых вам встреч. Пока-пока!